Все началось в 2008 году. Я был студентом факультета искусств и бегал по району в поисках ракурсов и заодно идей. Мне нужно было сделать хоть что-то похожее на документальный фильм. На дворе была осень, вокруг была Купчино. Когда я вернулся домой, я рухнул на диван, закрыл глаза, но не для того, чтобы поспать, а для того, чтобы попытаться услышать свои мысли. И вот я лежу и слышу кубы. Вокруг сплошные кубы. Так я сделал псевдодокументальный фильм «Кубы», где я беру интервью у людей, столкнувшихся с проблемой кубов, которые в какой-то момент просто материализовались в их жизни. Кому-то они помогают, кому-то мешают, но общее то, что они занимают место. Прошло 16 лет. За это время я узнал много нового, а что-то старое забыл. Выяснил, что куб — это правильный многогранник, поверхность которого состоит из 6 квадратов. Еще куб — это частный случай параллелепипеда и призмы. Но интересно мне было другое. Что вы чувствуете, когда видите куб? Я понял, что мы, люди, существа визуальные. Нам жизненно необходимо видеть солнечный свет, который отражается от окружающего мира. От этого в том числе зависит наше здоровье, ведь некоторые вещества у нас в теле вырабатываются только при достаточном количестве света, или когда мы видим какой-то цвет или форму. И вся эта визуальная информация влияет на нас очень определенным образом, так как это задумала природа. Еще у нас в распоряжении есть множество языков. И это интересно, ведь получается, что для описания одного и того же предмета люди могут пользоваться разными словами, разными звуками. Ведь все мы любим делиться личным своим эмоциональным опытом, надо это или нет. А нас много, поэтому у разных народов есть свое понимание и описание куба. Наиболее раннее упоминание куба встречается у греков в районе начала IV века до нашей эры. А Платон, в свою очередь, создал наиболее распространенное описание правильных многогранников. Исследуя свойства Вселенной, он говорит о том, что эти многогранники олицетворяют 4 фундаментальные стихии. Среди них куб – это Земля. В исламе Кааба – это святыня в виде кубической постройки, символизирует центр мира, место, где небесное соединяется с земным. В христианстве Новый Иерусалим, символ совершенства и небесного порядка, описан как гигантский кубический город, каждая сторона которого больше 2000 километров. В индуизме и буддизме в храмах есть помещение в форме куба, которое символизирует божественное присутствие и высшие уровни сознания. В иудаизме куб присутствует в атрибутике в виде тфилина, маленького кубического футляра с отрывками Торы внутри, а в каббалистической мистике есть куб Метатрона, который означает божественный план творения и структуру Вселенной. В масонстве куб встречается в виде грубого камня и совершенного камня, символы, отражающие путь нравственного и духовного развития человека. В герметической традиции куб символизирует планету Сатурн, которая в свою очередь связана с ограничениями физическим миром и временем. В общем, те или иные следы куба можно найти во всех культурах, и везде он связан с материальным миром и духовным миром.
После университета я благополучно забыл про кубы и все, что с ними связано, и окунулся в пучину разнообразных дел. Что-то было интересно, что-то не очень. Многие вещи приходилось делать просто, чтобы прокормить себя и семью. И тут-то что-то тяжелое и осело на мои плечи. В какой-то момент я вдруг вспомнил про кубы и решил вернуться к этой идее и сделать несколько зарисовок с ними. Тут же наступило облегчение. Груз приподнялся с плеч, хотя и не очень высоко, я все еще ощущал его над макушкой. Тогда мне представилось, что куб — это посланник из другого мира, который прибыл к нам навести порядок. Напомнить людям о духовном развитии. Появляясь над городом, он сканирует его и находит своего человека. Того, кто погряз в материализме, не оставив места душе. Со временем он приближается к жертве и растет, вытягивая жизненные силы. И куб не останавливается до тех пор, пока душа не покидает тело. Здесь он как раз завершил одно из своих дел. А потом куб отдает эти силы другим, тем, кто сможет использовать их для важной цели – духовного роста человечества. Да, довольно мрачно, но именно так я и начал понимать, что же на самом деле могут значить кубы. Все мы знаем фразу «хватит летать в облаках». Это когда человек проводит слишком много времени в высоких материях и теряет связь с реальностью. В то же время, если он слишком приземленный, то становится тяжелым, в каком-то смысле бесчеловечным, ходячим кубом. Мы же периодически видим таких людей. Кто-то как 1 куб, кто-то сразу как 9. Я не про вес, я про черствость, меркантильность, особую циничность, которой сейчас почему-то принято гордиться. Я думаю, что куб учит простой истине, о важности баланса между материальным и духовным. И он здесь именно для этого, для поддержания равновесия. Будешь слишком легким – улетишь отсюда, слишком тяжелым – куб тебя раздавит и поглотит. И ты сам станешь кубом. А твоя главная задача – сохранять человеческую форму во что бы то ни стало и быть достаточно легким, чтобы удерживать куб над собой. В самом начале, когда мне нужно было сделать документальный фильм, это и стало моим кубом, повиснув надо мной тяжелым грузом. Но во время работы, в моменты, когда я добавлял куб на изображение, мне становилось легче. И сейчас, похоже, я делаю то же самое. И кажется, становится легче. И вам того же желаю, чтобы было легче. Найдите свой куб. Постарайтесь как-то запечатлеть его. И не будьте кубом. Будьте человеком.